Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске вы узнаете, как смастерить панно с объемной лошадкой, символом наступившего года. Работа выполнена в стиле стимпанк из простых, доступных и бросовых материалов. Поздравляю всех зрителей с наступившим Новым годом и желаю приятного просмотра и волшебного творческого вдохновения. В качестве основы использую отрезок ДВП размером 26 на 35 сантиметров. На основе размещаю эскиз лошадки, под которым намечаю места для крепления будущего подвеса. Ссылку на эскиз лошадки вы найдете в описании под данным видео, а также добавлю ее в группу в Telegram. Объем создаю при помощи обычной газетной бумаги. Но если объем из бумаги создавать вам сложно, особенно сложно, думаю, будет начинающим, то применяйте фольгу. Нога, которая находится ближе, должна быть более объемной. Соответственно, на той ноге, которая дальше, объем должен быть меньше. В некоторых местах я все-таки применяла фольгу, так как при помощи фольги легче создавать необходимые формы. Оклеиваю основу бумажным скотчем.
Окрашиваю углубление черной акриловой краской. После высыхания краски приклеиваю в окошке различные детали. Здесь уже можно фантазировать безгранично, что у кого найдется под рукой. В углубление для глаза вклеиваю крупную бусину. Далее оклеиваю лошадку кусочками кожи. Светлым карандашом намечаю контуры, а затем обрезаю лишнее. Толстую кожу на обратную сторону я не завожу, а тонкую кожу или замшу можно подклеить и с обратной стороны. Кстати, кожу использовать не обязательно, можно применить подходящую плотную ткань. Кусочки кожи постепенно подбираю по ходу работы. Белым карандашом рисую нос и рот, а затем прорисовываю их термоклеем.
Из небольшой полоски кожи формирую веко. Из кусочков кожи делаю копыта.
Шестеренки можно сделать из крышек от фломастеров. Из треугольных кусочков кожи делаю ушки. Для гривы использую кусочки кожи в виде вытянутого треугольника, который промазываю клеем и скручиваю. Окрашиваю основу черной акриловой краской.
Немного прокрашиваю основу оранжевой краской. Для этого использую красный и желтый цвет, но не смешиваю их. Цвет получается не сплошной оранжевый, а немного неравномерный, как бы огненный. Рельеф выделяю бронзовой акриловой краской. Добавляю немного светлого золота. Для игры цвета добавляю белого перламутра. Тонкой кистью, черной акриловой краской выделяю некоторые детали. Покрываю лошадку полуглянцевым акриловым лаком. На глаз наношу глянцевый лак. Декоративная бумага должна быть больше основы, приблизительно на 1,5 см с каждой стороны. Для объемных трафаретов смешиваю финишную шпатлевку и немного строительного клея ПВА. Обычный клей ПВА тоже подойдет, так как работа темного цвета. После высыхания затираю узоры мелкозернистой наждачной бумагой. Основу окрашиваю черной акриловой краской. После высыхания проявляю трафареты при помощи бронзы, светлого золота и белого перламутра.
Черной акриловой краской исправляю помарки и после высыхания покрываю основу акриловым лаком. Раму решила сделать из крупных страз, предварительно расположив на основе их так, как мне понравилось. Лошадку приклеивала при помощи термоклея и столярного клея ПВА. К сожалению, этот фрагмент видео у меня не сохранился, поэтому я его вам не смогу показать, но думаю, здесь все и так понятно. Работа готова, любуемся результатом. Буду рада, если и вам этот мастер-класс тоже понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный привет. Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть. Спасибо за то, что остаетесь со мной, несмотря на мое такое длительное отсутствие в прошлом году. Надеюсь, в этом году все будет хорошо, и я смогу продолжать заниматься творчеством. Еще раз поздравляю всех зрителей с наступившим Новым годом. Пусть в этом году сбываются все ваши добрые мечты и желания, а вдохновение будет вашим постоянным спутником. Напоминаю всем моим подписчикам, что в Telegram у нас открылась творческая группа, там очень приятная и дружественная атмосфера. Подписывайтесь, ссылочку вы найдете в описании под данным видео. Гостей канала, как всегда, призываю подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы всегда первыми получать уведомления о новых видео. Всем зрителям еще раз желаю волшебного творческого вдохновения, крепкого всем вам здоровья, берегите себя и своих близких. И самое главное мое пожелание в это сложное для нас время – это мирного неба над головой. До новых встреч!